Всем доброй ночи. Вы знаете, дорогие друзья, когда Яна мне подарила эту цыганку по имени Рубина, она мне очень напомнила мою наставницу из Ставропольского края, которую звали Роза. Я о ней рассказывала. Некоторые даже узнали ее, узнали, кто она, написали, что они были у нее. Неудивительно, она была известна, потому что обладала силой и знаниями. Была жуткая матершинница, очень грубая женщина. Но она была очень умна и очень многое знала, за что я ее уважала и уважаю даже сейчас, после ее смерти. Потому что чувствую некое ее покровительство, точно так же, как и чувствую покровительство всех тех людей, тех моих наставников, которые были, которые встречались мне на пути. Роза научила меня цыганской магии. Я обсудила эту тему. Тема очень глубокая, но отчасти я обсудила эту тему и выложила лекцию о цыганской магии. Называется «Шувани». Колдуньи, ведьмы. Главные ведьмы, которые вели за собой табор, которые знали, где можно останавливаться, которые начитывали, оберегали. Как вы думаете, почему большинство людей этого народа, по сути, живет в свое удовольствие? Да, сейчас очень много и преступной деятельности, к сожалению, ведется ими. Но в основном ведь добротные дома, скажем так, государство им выплачивает. Много раз они приезжают, селятся всем табором, скажем, какой-то местности, и вот местные жители ничего не могут сделать с ними. И не скажу, что они прям очень богатые, влиятельные. Есть и обычный народ, не все бароны. И куда ни пишут, и куда ни жалуются, ничего не помогает. Все равно какие-то препятствия, словно какая-то сила не дает, скажем так, каким-то образом, их призвать к ответственности и прочее. Я не говорю, что это хорошо. Но ведь это реальность. Я уже не говорю о гипнотической силе и о разных хитростях, которыми они владеют. Не все, конечно, владеют этой силой. Меньшинство владеет. Но те, которые владеют, могут свой клан, свою родню помочь и спасти от всякой ответственности. Она меня очень многому научила. И о поклонении Гаене, Луне, и о том, как христианские молитвы вошли в обиход цыган. Много. Я рассказываю в этой лекции, еще как-нибудь сниму, может быть, более подробно расскажу. Речь не об этом. И она научила меня составить заговоры на цыганский лад. Хотя у них есть и древние заговоры, я их знаю. Но если составлять заговор по случаю, то какие сущности, какие персонажи этого заговора, какие атрибуты, какие слова должны звучать, в чем ключ, в чем секрет этого заговора, чтобы получилось и сбылось, как тебе хочется. И я на этой основе создала большое количество заговоров. И я назвала их цыганскими, потому что основа цыганская магия, направленность. И цыганская магия одна из сильных в мире. Например, цыгане считают, что если человек хочет покорить обстоятельства, то заговор должен быть построен на образе коня.
Потому что конь у цыган ассоциируется и с обстоятельствами, и с счастливым случаем, и с счастьем, и с внезапным подарком судьбы, и с любовью, и с волей. Одним словом, это образ судьбы. И вот так случается в жизни, что обстоятельства сильнее тебя. Со всех сторон просто давят на тебя, ты не знаешь, как решить тот или иной вопрос. Не получается, ты видишь, что ты проигрываешь в этой ситуации. Но все идет не по плану. И как сделать так, чтобы обстоятельства подчинились тебе? Вот здесь и помогает образ коня. Образ гнедого, непокорного, который покорился только тебе. В своей лекции «Ключ, замок, язык» я подробно объясняю, как составляются заговоры, почему именно таким образом. И вот этот гнедой, которого покорить невозможно, кроме тебя, он должен тебе покориться в этом сюрреальном мире, в этой визуальной системе. То есть ты визуализируешь, ты покоряешь этого гнедого себе в подсознании. И в жизни он покоряется тебе. Что происходит? Например, если какая-то проверка была на работе, что-то выяснили, какие-то нарушения, и вот начинается это все, начинает тянуть всех, допрашивать, спрашивать, устраивать целую там разведку на работе, начинаются сплетни и прочее. И вот сгущаются тучи против тебя. И ты берешь, начитываешь каждый день, пока эта проблема не решится. И когда эта проблема решается, заканчивается, ты откупаешься от духов. Приносишь им стандартный откуп. Монеты. Чаще всего это, например, столько, сколько вам лет в таких случаях. Вино или водку, черный хлеб, сладости. Откупаешься и уходишь. Именно отдаешь тем духам, которые пришли и эту ситуацию повернули в твою пользу. Что нужно делать? Какой заговор читать? Каким образом? Каждый день, пока эта проблема не решится, или у вас дома какая-то проблема, или вот не получается вам собрать, например, вам хочется собрать еще чуть-чуть, и вы должны купить там земельный участок или дом. Но не получается, все время какие-то обстоятельства, то в долг возьмут, то какие-то затраты, не идет, то есть не подчиняется обстоятельства тебе. Подчини себе эти обстоятельства. Каждый день становитесь посреди комнаты. Там, где нет собак, кошек, закрывайтесь отдельно. Можно в ванной стать, неважно. Начитывайте 4 раза. Поворачивайтесь на все 4 стороны света. И идете по своим делам. И за короткое время ваш вопрос решится. Смотря какой вопрос. Если вы хотите накопить большую сумму денег, потребуется, может, несколько месяцев. Но они будут копиться. Если вы хотите, чтобы решился вопрос, предположим, на работе, чтобы все шло так, как вам хочется. Если ваш ребенок никак не хочет вас слушаться в каких-то обстоятельствах, то есть начитать, чтобы обстоятельства начали подчинять его вашей воле, чтобы он начал призадумываться, чтобы он сам захотел чего-то. То есть подчинить себе обстоятельства. Я прошу внизу не писать, пожалуйста, постоянно одни и те же вопросы. Вот мне дом надо продать, можно мне начитать? Нет, если вы продаете, там продажа. Продать дом, ведьмина изба, набирайте, и там есть заговоры, которые вам помогут продать. Если я хочу там карьерного роста, можно читать. Отчасти смотря как у вас, если у вас не получается никак подниматься по карьерной лестнице, то можете читать. Но лучше сделать именно целенаправленно вот в этих ситуациях. А здесь, чтобы просто, как вам сказать, неразбериха вся, чтобы решилась, чтобы все стало на свои места, чтобы в конце концов
вот этот хаос рассеялся, что получилось то, что вы хотите, то есть обстоятельства, в конце концов, повернулись в вашу сторону, решили эту проблему, которая тянется годами. Ну, предположим, с документами проблемы, да, можно читать. Вот они, обстоятельства, которые вы не можете себе подчинить. И так далее. Итак, 4 раза, стоя в одиночестве в комнате, какое время суток, без разницы, вообще никакой, и день, и луна, никакой разницы не имеет. Если бы имела разницу или нужно было определенные дни, я бы сказала: пойду я из дверей в ворота, из ворот на дорогу, а той дорогой дойду до поля цыганского, а там широкое раздолье, табор стоит, а от табора подальше, в поле том, на восточной стороне конь вороной, дикий да буйный, нравом непокорный, стремени тот конь не знал, удалец его не оседлал, храбрец на нем не езжал, поводка он не видел, кнутом его никто не обидел, я коня того украду, я вороного укращу. Подчинится он воле моей, покорный будет меня возить, послушно будет подо мной ходить. Говорите свое желание. Ну, например, не просьба. Хочу, желаю, чтобы вопрос с моими документами решился в мою пользу. Четко говорите. Или желаю, чтобы там мой ребенок меня послушал и повернулся ко мне лицом и стал покорным мне. Или сделал, как я хочу. И как вы хотите. Например, чтобы он поступил в тот университет, вот такой-то, называйте университет. Четко, ясно надо формировать свою просьбу. Воля моя крепка, слово мое верное, да будет так. Заклинаю. Еще раз. Пойду я из дверей в ворота, из ворот на дорогу, а той дорогой дойду до поля цыганского, а там широкое раздолье, табор стоит, а от табора подальше, в поле том, на восточной стороне конь вороной, дикий да буйный, нравом непокорный, стремени тот конь не знал, удалец его не оседлал, храбрец на нем не езжал, поводка он не видел, кнутом его никто не обидел, я коня того украду, я вороного укращу, подчинится он воле моей, покорно будет меня возить, послушно будет подо мной ходить. Говорите желание. Воля моя крепка, слово мое верное, да будет так, заклинаю. Пойду я из дверей ворота, из ворота на дорогу, а той дорогой дойду до поля цыганского, а там широкое раздолье. Табор стоит, а от табора подальше, в поле том, на восточной стороне конь вороной, дикий да буйный, нравом непокорный, стремени тот конь не знал, удалец его не оседлал, храбрец на нем не езжал. Поводка он не видел, кнутом его никто не обидел, я коня того украду, я вороного укращу, подчинится он воле моей, покорно будет меня возить, послушно будет подо мной ходить. Говорите желание. Воля моя крепка, слово мое верное, да будет так. Заклинаю. Пойду я из дверей в ворота, из ворот на дорогу, а той дорогой дойду до поля цыганского, а там широкое раздолье, табор стоит, а от табора подальше, в поле том, на восточной стороне конь вороной, дикий да буйный, нравом непокорный, стремени тот конь не знал, удалец его не оседлал, храбрец на нем не езжал. Поводка он не видел, кнутом его никто не обидел, я коня того украду, я вороного укращу, подчинится он воле моей, покорно будет меня возить, послушно будет подо мной ходить, попросите желание. Воля моя крепка, слово мое верное, да будет так, заклинаю. А все остальное я вам уже объяснила. Проведите, и вскоре обстоятельства будут служить вам, а не вы им. Всем удачи!